Всем привет, дорогие друзья! На моем канале было уже много интересных мотоциклов с различными видами двигателей, среди которых попадались и совсем необычные. В сегодняшнем выпуске я решил собрать для вас самые нестандартные силовые установки, которые удивили мотоциклетный мир. Как и положено, начнем с интересных, а закончим просто сумасшедшими по задумке и сложности конструкции двигателями. Причем вы увидите не только заводские шедевры, но и кастомные, за которыми стоят настоящие гаражные чудотворцы. Начать я хочу с легендарной модели от Honda CBX-1000, которая появилась в продаже в 1978 году и наделала много шуму. По сути, конструкция здесь, особенно для величайших инженеров этого мотогиганта, простейшая. Они к рядной четверке просто добавили 2 цилиндра, а зато какой произвели эффект. Мотоцикл, естественно, сразу же привлекал внимание при появлении на дороге. Да что тут говорить, он легко сделает это и сейчас. Торчащий по бокам могучий 6-цилиндровый 1047-кубовый двигатель воздушного охлаждения имел 2 распредвала и 24 клапана. Он выдавал 105 лошадиных сил и 86 ньютон-метров крутящего момента. За питание отвечали 6 28-мм карбюраторов Кейхен. При сниженной массе в 272 кг разгон от 0 до сотни занимает 4,5 секунды. Максимальная скорость 220 км в час. Средний заявленный расход топлива 6 литров на 100 км. Бак вмещает 20 литров топлива. CBX-1000 покинул конвейер в 1982 году. Эту тему не могли не подхватить и гаражные кулибины, как, например, Алан Миллер, который прославился любовью соединять мотоциклетные двухтактные двигатели. Одним из таких его творений стал Kawasaki H2 1250, построенный в 2000 году. Алан взял 2 3-цилиндровых двигателя от Kawasaki H2 750, при этом он выкинул 1 цилиндр. Объем 5-цилиндрового двигателя получился примерно 1250 кубических сантиметров. На диностенде мотоцикл показал 121 лошадиную силу и 122 ньютон-метра крутящего момента, а максимальная скорость составила около 160 миль в час, это 250 км в час. На дороге устаревшая ходовая мотоцикла, конечно же, не даст достичь такой скорости. Однако движок-то может, и несмотря на то, что все это он проделал у себя в гараже, на вид мотоцикл выглядит полноценно заводским. Еще одну подобную интересную конструкцию соорудил мотолюбитель из Венгрии, который сделал чоппер с 6-цилиндровым двигателем Ява. Ценителей явовского баритона попрошу поближе к экранам, которые, к большому сожалению, не передают вам запах. Ширина мотора составляет рекордные 90,4 см. Объем 1050 кубиков, точная мощность движка неизвестна, но она, я думаю, должна быть на уровне 70 лошадиных сил. Однако снять больше можно было бы, установив 6 карбюраторов вместо 3. Для реализации проекта были куплены 3 явовских 350-кубовых мотора.
Однако переплюнул их семицилиндровый двухтактный зверь Kawasaki KH606, который построил Саймон Уитлок в 1999 году. Он начал создавать подобные мотоциклы намного раньше Миллерда. Саймон также решил поиграться с трехцилиндровыми двигателями Kawasaki, но объемом 250 кубиков от Kawasaki S1. Но он использовал аж 5 двигателей. От первого он взял 2 цилиндра, потом идут 3 центральных цилиндра от 3 других двигателей, и заканчивает все это 2 цилиндра от 5-го двигателя. Мощность, к сожалению, неизвестна. Под этот двигатель была усилена рама, а увеличенный бак состоит из частей 3 одинаковых баков. Также Саймону пришлось самому вручную изготавливать и выхлопную систему, 4 трубы справа и 3 слева. Теперь переходим к двигателям поменьше, с 4 цилиндрами, но не обычной компоновки, а квадратной, которая сейчас не используется совсем. И начнем мы, конечно же, с первопроходца. Это Ariel Square 4, который производился с 31 по 59 год. Его необычный мотор по сути представляет собой пару двухцилиндровых двигателей, хотя все 4 цилиндра были выполнены в одном литье. Их коленчатые валы были соединены центральными цилиндрическими шестернями. Прошу заметить, четырехтактная 997-кубовая силовая установка выдавала от 38 до 42 лошадиных сил, в зависимости от года выпуска, и отличалась небывалой для того времени эластичностью. Далее у нас идет совсем неизвестный мотоцикл Kawasaki Square 4750, потому что он так и не пошел в серию. Именно Kawasaki всегда стремилась производить самые быстрые мотоциклы в мире, чего собственно компания и добилась. Однако в 70-х была большая борьба за лидерство в этом вопросе. Выпустив сначала двухтактный трехцилиндровый Kawasaki H2 750 с максимальной скоростью в 202 км в час, а затем и четырехтактный Z1, который разогнался до 210 км в час, компания втайне вела разработку над супермощным и супербыстрым мотоциклом Square 4750, который получил двухтактный квадратный двигатель жидкостного охлаждения. Он интересен тем, что инженеры решили объединить передние и задние цилиндры с каждой стороны. Точная мощность этого зверя неизвестна, однако утверждалось, что он был самым быстрым мотоциклом компании на тот момент. Но несмотря на то, что Kawasaki потратила годы на исследования и разработки платформы Square 4, новые нормы выбросов в США похоронили проект в 1973 году. Позже квадратная компоновка стала очень популярной у спортбайков MotoGP конца 70-х, начала 80-х. Единственными, кто игнорировал квадратные двигатели, была Honda. Самым известным таким спортбайком стал Suzuki RG500, так как выпускался он и в дорожном варианте с 85 по 87 год. Его двухтактный четырехцилиндровый 500-кубовый двигатель напоминает две рядные двойки, соединенные параллельно. Цилиндры расположены по квадрату, по 2 в ряд, и каждая пара имеет собственный коленчатый вал. Двигатель выдавал 95 лошадиных сил при 9000 оборотов в минуту, а максимальный крутящий момент составлял 72 ньютон-метра при 8000.
Очень интересную задумку осуществила компания Puch, мотоциклы которой были очень популярны в 30-е годы. Их особенностью является необычный двигатель с П-образным цилиндром, в котором два поршня были посажены на вильчатый шатун. Такая схема позволила воплотить мечту всех конструкторов двухтактников – несимметричные фазы газораспределения. Один поршень управлял продувочными окнами, второй – выпускными. При этом выпускные окна закрывались раньше, не позволяя вылетать в трубу заряду свежей смеси. Puch 250 S4 34 года с таким двигателем выдавал 10,5 лошадиных сил. В свое время это был самый мощный и быстроходный 250-кубовый мотоцикл с двухтактным двигателем. Далеко не стандартный двигатель получил Suzuki RE5. Этот чудо-мотоцикл японцы выкатили в далеком 1974 году и разрекламировали его как будущее мирового мотоспорта, потому что вместо обычного поршневого двигателя у него использовался роторный. В Suzuki не стали изобретать велосипед, а просто купили у НСУ патент на двигатель Ванкеля. Он односекционный, жидкостного охлаждения, рабочий объем 497 кубических сантиметров. Мощность составляет 62 лошадиные силы и 75 ньютон-метров крутящего момента, который полностью уже доступен на 3500 оборотов в минуту. В снаряженном состоянии RE5 весит 252 килограмма. Бак вмещает 17 литров топлива. Максимальная скорость 180 км в час. Из-за низкого спроса мотоцикл был снят с производства уже в 1976 году. Удивила и немецкая компания Horrocks со своей моделью Horrocks VR6, которая частенько мелькает в моих выпусках. Напомню, этот мотоцикл оснащается двигателем так называемой рядной V-образной схемы. Два ряда цилиндров расположены под углом всего 15 градусов, благодаря чему и получился выдающийся по компактности шестицилиндровик. Головка цилиндров единая для обоих рядов, так же как и три распредвала. На каждый цилиндр 3 клапана, 2 впускных и 1 выпускной. Максимальная мощность двигателя объемом 1218 кубических сантиметров составляет 163 лошадиные силы при 9000 оборотов в минуту и 138 ньютон-метров, причем 90 ньютон-метров доступно уже с 2000 оборотов в минуту. Максимальная скорость 250 км в час. В сухом состоянии байк весит 249 кг. Бак вмещает 17 литров топлива. Сейчас за базовый новенький Horrocks VR6 на официальном сайте просят 38 500 евро, а это 3 800 000 рублей. И если брать серийные мотоциклы, он является самым мощным шестицилиндровым мотоциклом на данный момент. Далее идет еще один удивительный мотоцикл, который, к большому сожалению, так и не смог добраться до конвейера. Это FJR Medalu 2500 V6, представленный чешским производителем. Сердцем Naked является 2442-кубовая V-образная силовая установка с углом развала цилиндров 90 градусов, который выдает внушительные 240 лошадиных сил и 203 ньютон-метра крутящего момента. Сухой вес этого монстра 269 кг. Разгон до 100, как и максимальная скорость, увы, неизвестны.
Однако этот мотоцикл затмило еще одно детище Алана Миллерда, который, взяв за основу шестицилиндровый Kawasaki Z1300 с жидкостным охлаждением, сконструировал 12-цилиндрового монстра, соединив два двигателя. Чтобы все точно подогнать, Алан потратил не один месяц, однако результат удивил всех. На свет появился монстр с двигателем V12 объемом 2300 кубических сантиметров. К сожалению, мощность получившегося двигателя неизвестна. Сейчас мотоцикл находится в музее автоспорта Барбера в Бирмингеме, штат Алабама, США, вместе с еще 3 его мотоциклами. Honda NR750. Мотоцикл был задуман ради двигателя и построен вокруг него. 4 цилиндра, расположенные V-образно, овальные поршни, овальные же кольца, 4 верхних распредвала по 2 на блок и 32 клапана. Мощность двигателя 130 лошадиных сил при 14 тысячах оборотов в минуту. Honda особенно гордилась непрерывным потоком мощности во всем диапазоне оборотов. NR тянул прямо с нуля, на отметке 3000 оборотов в минуту выдавал уверенные 45 ньютон-метров, на 6000 56 ньютон-метров. Короткий ход овальных поршней вкупе с высокой степенью сжатия привел к тому, что силовой агрегат набирал обороты быстро, но всегда линейно. Y2K MTT – единственный разрешенный к дорогам общего пользования мотоцикл, который оснащается газотурбинным двигателем. Он выдает 320 лошадиных сил при 52 тысячах оборотов в минуту и 576 ньютон-метров уже на 2000. Весь вес мотоцикла составляет 227 килограммов, а максимальная скорость 402 км в час. Разгон от 0 до сотни за 1,5 секунды, от 0 до 300 км в час за 15 секунд. Выхлопные газы достигают температуры в 650 градусов и способны расплавить бампер близко стоящего сзади на светофоре автомобиля. Следующий мотоцикл, который просто тяжело осмыслить в голове, опять построил вышеупомянутый Саймон Уитлок, и назвал он его Tinker Toy. Только на сей раз изобретатель решил не мелочиться и построить сразу 48-цилиндрового монстра. Он опять использовал трехцилиндровые 250-кубовые двигатели от Kawasaki 250S1 мощностью 31 лошадиная сила, только на этот раз в каком-то неимоверном количестве. Цилиндры соединены в 3 ряда с каждой стороны по 8 штук. Суммарный объем получившегося двигателя 4200 кубических сантиметров. Даже в качестве стартера задействован отдельный двигатель объемом 75 кубиков. Мощность этого монстра, к сожалению, неизвестна. Ну
и закончить этот выпуск я хочу сумасшедшим по сложности кастом-проектом, который воплотил в жизнь молодой инженер из Чехии Марек Фолтис. Он представил невероятный мотоцикл Bistella 500. Как вы можете видеть, весь проект заключается в необычном двигателе. Это двухрядный радиальный двухтактный 10-цилиндровый двигатель объемом всего 500 кубических сантиметров. А название Bistella с латинского означает «двойная звезда». Главной целью создателя было сделать свой собственный дизайн двигателя, который никогда раньше не использовался ни на одном транспортном средстве. И самое главное, он хотел создать такой сложный двигатель, для которого нет инженерных шаблонов, и одной из целей было как можно больше цилиндров. Поэтому выбор пал на двухтактный радиальный двигатель с наддувом, который раньше никогда не использовался в массовом производстве. Ну, собственно, это у него и получилось. На весь проект было потрачено 2,5 года. За основу был взят мотоцикл Jawa Perak Type 1853 года. Затем Марек сравнил размеры конструкции 8, 10 и 12 цилиндров и выбрал их максимальное количество, которое помещалось в раму без каких-либо переделок. Это 10 цилиндров. Расстояние между рамой и двигателем составляет всего около 1 мм, так что он действительно подошел впритык. Сама силовая установка состоит из 10 двигателей другого мотоцикла Jawa 50 Pioneer, который Марек Фолтис объединил в 2 звезды и расположил одну над другой. Такая конструкция получилась очень компактной. Корпус нового двигателя, коленчатый вал и главные шатуны были изготовлены на станке с ЧПУ. Далее Мареку предстояло решить проблему с питанием всех 10 цилиндров. Так как, например, классический двухцилиндровый двухтактный двигатель имеет изолированный картер для каждого цилиндра, то там используются импульсы давления для перекачки топливно-воздушной смеси в камеру сгорания. В случае двигателя Bistella это, естественно, не вариант, потому что все цилиндры имеют один общий картер, что делает импульсную перекачку невозможной. Поэтому Марек изготовил специальное устройство, состоящее из 5 камер, так называемый механический наддув для подачи топливно-воздушной смеси ко всем 10 цилиндрам. Это устройство находится в верхней части двигателя под самым бензобаком. Оно рассчитано на прокачку 830 кубических сантиметров за каждый оборот двигателя, чего с запасом хватает для Bistella 500. Изначально Марек использовал 5 отдельных карбюраторов для каждой камеры наддува, однако всю эту систему оказалось невозможно корректно настроить. Поэтому был сделан впускной коллектор для одного карбюратора, и все стало работать как надо. Вообще, выпускные и впускной коллекторы — это произведение искусства, которое было изготовлено вручную и состоит из 17 деталей. Этот проклятый трубный осьминог, как выразился сам Марек, занял почти месяц процесса резки и сварки. Плюс к этому во время изготовления этих труб у него появилось постоянное воспаление в области запястного канала, вызванное вибрацией угловой шлифовальной машины. Ну, теперь перейдем к техническим характеристикам, которые, я думаю, интересуют каждого, кто смотрит на это чудо инженерной мысли. Максимальная расчетная мощность этого 10-цилиндрового двигателя составляет 120 лошадиных сил на 10 тысячах оборотов в минуту и максимальная скорость в 220 км в час. Однако Марек настройками сначала ограничил мощность до 60 лошадиных сил на 6,5 тысячах оборотов в минуту, а затем, по соображениям безопасности, снизил мощности до 12 лошадиных сил, с которыми Bistella 500 разгоняется до 100 км в час. Кстати, для предотвращения перегрева поршни и камеры сгорания двигателя были покрыты керамическим покрытием. Общий вес мотоцикла получился 155 кг. Покраской байка Марек тоже занимался сам. Значительно повысив мощность старенькой Явы, Фолтис из-за требования правительства Чехии, к сожалению, не может внести изменения в подвеску, тормоза и выхлопную систему, иначе ему нельзя будет передвигаться на Bistella 500 по дорогам общего пользования. Странное, конечно, законодательство. В двигатель изменения внести можно, а вот в подвеску и, самое главное, тормоза, которые просятся сюда поэффективнее, нельзя. Конечно же, такой сложный проект, требующий большой точности, не может быть без неудач. Прежде чем все получилось, двигатель Bistella 500 после запуска ломался в 5 раз. То не хватало зазоров, что привело к разрыву крышки двигателя, то приводные валы надувной системы ослабли и все заклинило. Также была поломка конической передачи, которая использовалась для подключения двигателя к сцеплению и так далее. В общем, можно только позавидовать выдержке и упорству Марека Фолтиса. Его слова после завершения проекта: неудача неизбежна, но не конечна, если не сдаваться.